Друзья, всем привет! Вы на канале Power Device. Я немного приболел, поэтому у меня такой голос, но все же видео я хочу снять, так как нашел интересные скрытые настройки, которые вам пригодятся. Смотрите, я это тестировал на своем Redmi Note 13 Pro Plus, версия Android у меня 15. А эти настройки, о которых пойдет речь, скрыты именно в последних версиях Android, желательно не ниже 15. Также отмечу, что на некоторых моделях Xiaomi эти настройки вообще могут быть вырезаны. В общем, проверяйте вместе со мной, есть ли они у вас. Сейчас обо всем узнаете. Что первое нужно сделать, это скачать приложение Activity Launcher. Ссылку на него я оставлю в описании под этим роликом. Он будет в моем телеграм-канале, не забудьте на него подписаться. К слову говоря, в своем телеграм-канале я анонсировал вот такие живые обои. Скоро я сниму видео по этому поводу. Данные обои я скину также в свой телеграм. Итак, возвращаемся к теме нашего ролика. Когда вы скачали Activity Launcher, удержите на нем. Зайдите в его настройки, другие разрешения. Выдайте вот это разрешение для ярлыков рабочего стола. Далее открываем приложение и ждем загрузку. Нам нужно спуститься практически в самый низ и найти вот такую строку «Рекомендуемые настройки». Ее нужно искать вручную, не вписывайте это в поиск. Далее разворачиваем данные настройки. Напротив этой строки нажимаем три точки. «Изменить ярлык». Далее кликаем вот на эту иконку. Найдите здесь любую иконку с шестеренкой. Например, вот такую. Это просто нужно для вашего удобства. Нажимаем «Создать ярлык». Теперь Activity Launcher можно закрыть. Далее на вашем последнем рабочем столе появится вот такой ярлык, который мы создали. Нажимаем на него, открывается вот такой поиск. Вводим здесь слово «блокировка», немного ждем, должны появиться разные настройки. Нам нужна строка «Блокировка кнопкой питания». Нажимаем ее. Друзья, посмотрите, именно эти настройки в моем телефоне скрыты. В них можно зайти только вот таким образом. То есть через основные настройки я в них не могу попасть. По идее, эти настройки именно самой оболочки Android. На некоторых моделях телефонов они есть в основных настройках, а в некоторых нет, как у меня. Здесь есть два интересных пункта, смотрите, что они нам дают. По умолчанию отображать ключ при вводе галочка включена. Естественно, когда мы пытаемся разблокировать телефон, мы видим здесь вот такой ключ. Но если я отключу эту галочку, блокирую телефон, пытаюсь разблокировать его ключом, теперь посмотрите, ключ вообще не отображается. Это сделано для безопасности, например, если кто-то рядом с вами находится в метро, в автобусе и так далее, чтобы он не видел ключ. Смотрите, я ввожу свой ключ, было даже не особо понятно, что я там ввел, и телефон при этом разблокировался. Думаю, здесь все понятно. Вторая интересная функция в скрытых настройках, еще более полезна. Блокировать после отключения. По умолчанию на всех Android-телефонах выставлено через 5 секунд. Что это значит, друзья? Здесь нужно обязательно выставить сразу. Во-первых, эта функция делает следующее. Когда вы блокируете телефон, он ничего не ждет и сразу входит в гибернацию. Гибернация – это такой алгоритм, который есть на всех Android-телефонах. Это когда при блокировке некоторые процессы усыпляются, самые ненужные, чтобы при блокировке расходовалось меньше заряда. То есть в стандартном режиме, когда здесь выставлено 5 секунд, все это происходит только через 5 секунд, а мы выставляем сразу. Также если зайти в блокировку экрана, спящий режим, например, мы выставляем 15 секунд, после 15 секунд бездействия все это также быстро происходит, когда экран сам гаснет. А раньше это происходило через 5 секунд, после выключения экрана. У себя я выставляю 10 минут только для того, чтобы снимать видео, чтобы экран сам не гас. И третья функция блокировка кнопкой питания, у меня почему-то она не работает. По идее, если мы снимаем эту галочку, то наш телефон перестанет блокироваться вот на эту кнопку. У меня почему-то этого не происходит.
В общем, друзья, пробуйте у себя найти эти настройки, не забывайте поставить лайк, подписывайтесь на мой телеграм-канал, на этот канал. Если будут вопросы, задавайте их в комментариях. Всем желаю только правильных настроек. Пока-пока.